В мае прошлого года я выложил на своем канале ролик «Стеллаж для хранения пиломатериала», в котором я показал модернизацию вон того стеллажа. Еще тогда в мае я планировал до наступления холодов как минимум утеплить это здание и установить какой-нибудь источник тепла. Но, как говорится, планы планами, а реальность пошла по другому пути. Летом на меня навалилась куча незапланированной работы и куча других дел, поэтому на мастерскую совсем не осталось времени. Вот сейчас я решил вернуться к обустройству мастерской. На данный момент утепляю потолок, но сегодня я хотел бы рассказать о другом. Последний мой проект 2018 года я заканчивал уже при минусовых температурах. Порой приходилось работать при минус 20. И мой материал, который я использую в своих проектах, хранится тут же при тех же минусовых температурах. А использование замороженного материала в столярных проектах может привести к каким-либо неприятным последствиям при использовании этого столярного изделия. Поэтому я пришел к заключению, что необходимо хранить часть материала в сухом и теплом месте. Самым идеальным таким местом является котельная. Там всегда сухо и тепло. Единственная проблемка – это размер котельной. Длина котельной меньше 3 метров. А мой пиломатериал, который я использую в своих проектах, обычно 3 метра и длиннее. Поэтому хранить целые доски не является возможным. Было бы, конечно, здорово заложить, к примеру, досок 5, которые ждали бы своей участи. И можно было бы даже подсушивать сырой пиломатериал. Но как есть, так есть. Стеллаж в теплом помещении все равно нужен. Просто в дальнейшем, перед использованием материалов в каком-либо проекте, необходимо будет его распилить на грубые размеры относительно предстоящего проекта, выдержать там пару дней, и можно будет его использовать. Сейчас вы видите процесс изготовления. Ничего хитрого в этом стеллаже нет. Необходимо сварить 3 кронштейна из профильной трубы и прикрепить в одном уровне эти 3 кронштейна к стене. Пожалуй, прикрепить 3 кронштейна в один уровень — это будет самая сложная задача, так как стена, на которую они будут крепиться, неровная. Сам этот проект интересен для меня тем, что мне необходимо отработать некоторые приемы работы с профильной трубой. Во-первых, мне надо сделать невидимые сварные швы, а сделать это дуговой сваркой достаточно сложно, так как стенка профильной трубы очень тонкая, чуть-чуть электрод передержишь и получаешь прожиг. Во-вторых, мне надо металл отшлифовать до серебристого оттенка и покрыть прозрачным лаком. Все это мне надо для моего будущего проекта. Я хочу сделать стол приближенным к стилю лофт, то есть столешница будет из дерева, а основание планируется из металла. На этом все, что я хотел сегодня сказать. Спасибо за просмотр. До свидания.